Но прежде важно понять, что все начало 21 века, эти первые его 15 лет, мы наблюдали, как США и их президенты Джордж Буш-младший, а в той же колее за ним и лауреат Нобелевской премии мира авансом Барак Обама, делают обстановку в мире все более тревожной. Америка бессмысленно провоцирует революции и войны, в которых гибнут сотни тысяч людей и рушат государство. Америка поддерживает радикалов, а потом они, выходя из-под контроля, сбивают с мирного курса огромные регионы и даже целые континенты. Называя Америку исключительной, Обама провозглашает курс на мировое господство и, стравливая страны и народы, практически начинает готовить новую большую войну. Большая война витает в воздухе. Признать это и даже произнести трудно. Но реальные действия США и НАТО, суета и одновременно глухота их лидеров не оставляют вариантов. Вот лишь один штрих – заявление генсека НАТО Столтенберга за этот четверг. Сегодня мы принимаем решение о расширении наших сил реагирования и их передовой группы. Кроме того, мы объявляем о создании 6 командных центров на территории наших восточных партнеров. То есть новые командные центры в Польше, Болгарии, Румынии, Литве, Латвии и Эстонии. Плюс к нашим границам НАТО перебрасывает дополнительные войска быстрого развертывания, оружие, активизирует маневры и, что особенно показательно, все активнее идет военная разведка. Наверное, нужно еще и слышать, что при этом нам говорят. Но все же куда более важно видеть, что происходит. А происходит то, что несущие конструкции существующего миропорядка сдвинулись и уже надломлены. Систематическим и наглым использованием силы, обманом, санкциями, эгоцентризмом. Вот и приехали. Знаете, это как после серьезной автоаварии, когда стойки пошли и крыша поехала, то ремонт уже проблематичен. И мастера другие нужны, и технологии, и запчасти. А есть ли сейчас в нашем мире такие мастера, чтобы создать или хотя бы поправить его несущие конструкции? Есть ли технологии, тем более запчасти для ремонта мира? Собственно, об этом весь наш сегодняшний выпуск. События недели ставят именно такие вопросы. Или вот в четверг в Брюсселе закрытое заседание группы ядерного планирования НАТО. Разумеется, все было секретно, но официальная повестка – повышение внимания к эффективности ядерного потенциала НАТО. К чему готовится Россия? Ко всему. Во всяком случае, в нашей новой военной доктрине, утвержденной буквально под Новый год, четко сказано – пункт 27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации. То есть единолично президентом. На сегодня это Путин Владимир Владимирович, пользующийся безусловной поддержкой российского народа. В случае угрозы существованию. Во времена политической романтики СССР брал на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. В действующей российской военной доктрине такого уже нет. Иллюзии прошли. И вот как это формулирует президент России в субботу в Сочи.